Это очень хорошо. Знания Надеюсь, объяснил. Всем привет, меня зовут Николай. Сегодня мы с вами продолжаем курс по микромагнетизму, следующую лекцию под номером уже 5. Я хочу начать с метода визуализации магнитных доменов. Вообще, на своем канале я опубликовал текстовый пост, в котором изложил свои планы на курс, на те лекции, которые будут дальше. Вот в конце этой видеолекции я еще раз их озвучу. Особенно хочу сказать спасибо вам, кто читает мой канал, смотрит его. Вот под постом про план по курсу Роман оставил лайк. Роман, тебе личный респект. Вообще лайки и комментарии, они мне позволяют видеть, что вы смотрите, что этот канал кому-то интересен, этот курс нужен. И вообще, когда вы оставляете комментарии, я на них отвечаю, вот, и учитываю в своих будущих лекциях. В прошлый раз мы рассмотрели, как образуются домены, какие бывают доменные границы, каких типов, и выделили два таких основных архетипа доменных границ. Это граница Блоха и граница Нейля. Вот, вообще в сегодняшней лекции, я так посмотрел, будет очень много людей и явлений, приборов, не побоюсь этого слова, которые нашли свое отражение в Нобелевских премиях по физике. В частности, Блох и Нейель – это два ученых, которые удостоены Нобелевской премии. Феликс Блох получил ее в 1952 году за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия. А Луи Нейель, в 1970-м как раз за фундаментальные труды и открытия, касающиеся антиферромагнетизма и ферромагнетизма. То есть эти два ученых удостоены Нобелевской премии. Но как мы в прошлый раз говорили, вообще вот впервые структуру блоховской доменной границы точно теоретически описали Ландау и Лившиц, а Ландау сам по себе получил Нобелевскую премию в 1962 году за новаторские теории конденсированных сред, в особенности жидкого геля. Вот, в общем, предлагаю вам оставлять в комментариях число Нобелевских премий, которые я сегодня упомяну, и, может быть, которые забуду упомянуть. Комментарии появятся в следующем видео. Так вот, есть у нас доменные границы, есть домены с разным направлением намагниченности. Как же увидеть эту намагниченность? Вообще, эту лекцию я подготовил, вдохновившись вот двумя источниками, которые обозначены на экране, подготовленными профессорами и сотрудниками физфака МГУ, в частности, кафедры магнетизма. И это были задачи спецпрактикума и лекция из курса магнитооптика магнитоупорядоченных средств. Эти документы можно найти в интернете, и картинки, которые я буду показывать, не все подписаны. Наверняка они взяты вот из одного из этих источников. Итак, как же нам увидеть домены и доменные границы? Методы условно можно разделить на два типа по тому, кто мы видим. Либо контраст между доменами, то есть один домен с одним направлением намагниченности, допустим, светлый, а второй темный. Либо границы видны, а домены не имеют контраста. Метод чувствителен к градиенту намагниченности, не к самой намагниченности. Итак, в первую группу условно можно отнести магнитооптические методы, электронную микроскопию, электронную голографию, электронную микроскопию на вторичных электронах и другие методы. Во второй столбец попали метод порошковых фигур, который мы уже обсуждали в прошлой лекции, магнитная силовая микроскопия, лоренцевая микроскопия в режиме Френеля. Но это не полный список, возможно, комбинации этих методов, и вообще методы могут быть сразу в двух столбцах, например, магнитно-оптические методы. И, как мы увидим позднее, вообще на этом слайде есть ошибка. Вообще очень важно для методов визуализации знать, насколько хорошо мы видим. И здесь есть два параметра самых важных. Это пространственное разрешение и временное разрешение, то есть насколько быстро мы видим. Ну, пространственное разрешение – это насколько мелкие вещи мы можем увидеть. И критерием для вот микромагнитных структур является, конечно, вот размер
доменной границы и либо самого домена. То есть, как мы выяснили в прошлый раз, доменные границы могут быть толщиной несколько нанометров, а сами доменные, ну, несколько микрон или сотни микрон. То есть хотелось бы вот как бы быть в этих рамках от 1 нанометра до 1 микрона. Ну, то есть, если у нас метод позволяет видеть метры, то это плохой для нас метод. Сантиметры тоже не очень. А вот микроны, да, десятки микрон хорошо. По времени, ну, наверное, как можно быстрее. Ну, в идеале, чтобы мы за день успели что-то померить, а лучше за рабочие часы. То есть минуты, либо вот как можно быстрее. Что значит как можно быстрее, тоже сегодня узнаем, где вот этот самый быстрый метод. Ну и узнаем, какой самый точный в пространстве метод. Итак, метод порошковых фигур Акулова Биттера разбирали в прошлый раз, как он работает. То есть это оптическая микроскопия, совмещенная с нанесением суспензии магнитных частиц или порошка частиц. И эти частицы скапливаются именно в градиенте поля магнитного, то есть рассеянные поля меняются в области доменной границы, и там появляются частицы. Этот метод был первым методом визуализации доменных границ исторически. Временное разрешение, ну, не знаю, какое у него, то есть, ну, наверное, секунды, минуты, пока частицы скопятся в доменных границах. По пространству это несколько микрон, ну, то есть, ну, такое посредственное разрешение, то есть, вот на слайде, который был еще на прошлых лекциях, видно, что границы есть, но как-то они достаточно размыты, но в целом метод рабочий. Вторым по списку идет магнитооптический метод наблюдения. Вообще, что такое магнитооптические эффекты? Их можно условно классифицировать по геометрии, то есть на пропускание, на отражение. В пропускании есть эффект Фарадея, выделяют, и выделяют эффект Фохта, либо Каттона-Мунтона. Можно и так его называть. Исторически сложилось, что это синонимы. Вот, различаются они тоже, в свою очередь, геометрией, хотя оба работают на пропускание. Геометрия в том, что либо свет идет параллельно на магничности, либо перпендикулярно на магничности. И в том и в другом случае происходит изменение поляризации входящего света. То есть входящий свет должен быть линейно поляризован, на выходе его поляризация либо поворачивается, либо в эффекте Каттона-Мунтона она приобретает также эллиптичность. В отражении все эффекты, все три геометрии по отношению к намагниченности называют эффектами Керра и выделяют меридионально, когда плоскость падения света параллельно намагниченности, вернее, намагниченность лежит в плоскости падения света и в плоскости пленки. Либо полярный, когда намагниченность перпендикулярна плоскости пленки, либо экваториальный, когда намагниченность в плоскости пленки, но перпендикулярна плоскости падения света. А в первых двух эффектах изменяется состояние поляризации света, а в третьем изменяется интенсивность света. Вот, подробно здесь говорить не будем, это не курс по магнитооптике, но суть в том, что меняется один из параметров света, либо поляризация, либо интенсивность. И таким образом можно увидеть противоположное направление намагниченности. Про магнитооптические эффекты хочу сказать то, что их можно разделить не по фамилиям людей, которые их наблюдали впервые, а по физике, которая лежит внутри. И тут на помощь приходит очень хорошая книга «Магнитооптика тонких пленок». В принципе, по физике можно разделить оптические эффекты, которые связаны с намагниченностью, на двулучие преломления и дихроизм. Двулучие преломления – это когда, собственно, моды световой волны имеют разную скорость распространения. А дихроизм – когда есть различия в коэффициентах поглощения. Ну, то есть, если взять эффект Фарадея, то на пропускание мы видим изменение фазовых скоростей левой и правой циркулярной поляризации света, поэтому это круговое двулучие преломление. Так как оно связано с намагниченностью, то магнитное. Соответственно, эффект Фохта или Каттона-Мунтона, он связан с изменением скорости линейно поляризованных волн внутри материала. Соответственно, это линейное двулучие преломление. Связано с магнитным линейным двулучие преломление. Все очень просто. С дихроизмом то же самое. Когда свет идет параллельно намагниченности, то круговая поляризация левая и правая, они поглощаются по-разному. И получается круговой дихроизм. Линейный дихроизм, когда свет идет перпендикулярно намагниченности. В этом случае одна из
поляризации поглощается лучше. И в итоге мы видим изменение поворота поляризации эффективный. Вот. Почему вот в такой конфигурации, когда свет идет параллельно на магничности, работает циркулярная поляризация, а вот в такой конфигурации линейная, это надо смотреть на симметрию магнитного поля. Оно связано с круговым движением электронов или электрического тока даже, все, что мы знаем из 8 класса школы. Таким образом, когда мы смотрим вдоль на магничности, у нас движение по часовой стрелке и против часовой, они как бы либо совпадают с движением витка тока, либо противонаправленно. Поэтому собственные моды – это круговые моды. Важна симметрия магнитного поля. Когда мы смотрим перпендикулярно ему, одна поляризация направлена перпендикулярно вот этому витку тока, который создает магнитное поле, либо параллельно ему. И тут можно сказать, что симметрия магнитного поля влияет на магнитооптический эффект. Симметрия причины сохраняется в симметрии следствий. Этот закон, вернее, этот принцип был озвучен Пьером Кюри. В целом есть температура Кюри. И упоминая Пьера Кюри, я должен сказать, что да, он получил Нобелевскую премию вместе с женой Марией Складовской-Кюри в 1903 году в знак признания исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений радиации, открытой профессором Анри Беккерелем. Да, Беккерель тоже получил Нобелевскую премию. Итак, как же работает магнитооптическая микроскопия? Изначально у нас есть, допустим, неполяризованный свет от лампочки накаливания. Пропускаем его через поляризатор и получаем линейно поляризованный свет. Дальше этот свет проходит через два домена с противоположной направленностью на магничности. И, соответственно, свет испытывает в разных доменах противоположное направление вращения за счет эффекта Фарадея. Плюс φ и минус φ. И пропуская через анализатор, мы одну часть светового пучка пропускаем полностью, подкрутили так анализатор, чтобы он проходил полностью, а вторая при этом имеет другую поляризацию, которая не очень хорошо проходит. Поэтому получаем темное изображение. В микроскопе в итоге мы видим домены разной интенсивности. И вот одна из фотографий доменной структуры в пленке железоядрёвого граната, хороший диэлектрический материал, в котором очень хорошее фарадеевское вращение. Вот такая вот типичная структура. Тут я должен сказать, что анализатор можно подкрутить таким образом, что он будет перпендикулярен поляризатору. Тогда оба домена будут одинаково гаситься. То есть их интенсивность будет одинаковой в прохождении через анализатор. Но так как в границе у нас есть разные составляющие на магничности, то мы получаем контраст уже для границ. То есть магнитооптика может работать как в контрасте доменов, так и в контрасте границ. Это отсылка к первому слайду, на котором я классифицировал методы. То есть вот этот метод как раз может и так работать. Также есть более хитрые магнитооптические эффекты, связанные с нелинейными оптическими эффектами, то есть генерация второй гармоники, допустим. И вот на этом слайде я привел изображение из двух статей, и это изображение антиферромагнитных доменов. То есть полностью компенсированные антиферромагнетики все равно могут дать контраст в оптике, но в генерации второй гармоники. Дело в том, что так как они магнитные моменты подрешеток в антиферромагнетике скомпенсированы, линейная магнитооптика не дает никакого изображения. В смысле, не дает контраст, потому что и тот, и другой домен вращают одинаково. Справа показан хайповый сейчас материал, так называемый вандервальсовский материал, когда можно слоями отдирать от толстого кристалла отдельные слои и получать супертонкие, даже двумерные материалы. И тут я должен сказать, что Вандервальс, в честь которого названы эти силы, которые скрепляют вот эти слои, он, в принципе, сам был лауреатом Нобелевской премии за работу, посвященную уравнению состояния газов и жидкостей в 1910 году. А также вот этот метод получения двумерных материалов, который связан, конечно, в первую очередь с графеном, получили два выдающихся ученых, это Андрей Гейм и Константин Новоселов, в 2010 году за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена. Хайповые материалы, двумерные, там меняются свойства электронов, потому что им нельзя бежать в третьем измерении. Отдельная наука, отдельные технологии. Изучайте, наслаждайтесь.
Итак, вот здесь на слайде представлена картинка из интернета различных магнитооптических изображений, в основном металлических пленок, но еще и вот ферритограната с такими пузырьковыми доменами, что ли. Ну, то есть видно, что магнитные структуры могут быть абсолютно разными. Итак, какие же есть параметры магнитооптических методов? То есть это оптика, и поэтому у нас есть пространственный предел, то есть пространственное разрешение ограничено дифракционным пределом, который, ну, в лучшем случае, половина длины волны. То есть где-то 200-300 нанометров, если брать зеленый, красный свет для визуализации. То есть как бы мы не можем увидеть структуру доменной границы. Но у магнитооптики есть огромное преимущество – это время, временное разрешение, потому что в принципе предельная длительность импульса – это один цикл колебаний электромагнитной волны. Получается, что мы можем получить видео с разрешением аттосекунды. Тут я должен сказать, что да, за получение аттосекундных импульсов в 2023 году была присвоена Нобелевская премия. Но также еще упомяну другую Нобелевскую премию за то, как получены эти картинки. То есть это не изображение на фотопленке, это не изображение на нашем глазу, хотя можно глазом увидеть эти изображения в обычном оптическом микроскопе. Все-таки это фотографии, это цифровые фотографии, получены с помощью ПЗС-матрицы, за которую тоже дали Нобелевскую премию в 2009 году за изобретение полупроводниковой схемы для регистрации изображений ПЗС-сенсора. Вот, пожалуйста. Если по времени у нас отличное разрешение, то как же улучшить пространственное разрешение? Ну, первый подход довольно прост и, в принципе, straightforward, как говорится. Если длина волны определяет дифракционный предел, то давайте уменьшим длину волны. В частности, вот в этой статье 2017 года, ну, это один из примеров, несколько групп в мире это делают, получают высокие гармоники за счет генерации белого света на газовой камере с помощью некого устройства Mazel-Tov, видимо, какая-то их секретная разработка. Но смысл в том, что вот, да, 38-я гармоника, ну или 40-я, от 800 нанометров это уже 20 нанометров. И тогда можно получить гораздо лучшее разрешение по пространству. Ну вот в данной статье авторы пишут, что они смогли получить разрешение 49 нанометров. Здесь я должен сказать, что они еще используют дифракцию света на самой структуре, то есть они получали дифракционные картины, потом реконструировали уже доменную структуру. Вот, но самое важное, что я должен сказать, упоминая нобелевских лауреатов, во-первых, это лазер, и за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе, Нобелевскую премию в 1964 году получили Николай Басов, Александр Прохоров и Чарльз Таунс. А в 2018 году за методы генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов была тоже присвоена Нобелевская премия. Как раз здесь вот используется титан-сапфировый лазер, потому что длина волны 800 нанометров, это титан-сапфир. Он получен как раз вот с помощью тех методов растяжения, сжатия и получения вот этих фемтосекундных лазерных импульсов. Идея проста. Давайте уменьшать длину волны. 20 нанометров не предел, давайте пойдем в более короткие волны, и мы придем уже в рентгеновский диапазон, в котором можно увидеть рентгеновский магнитный дихроизм. Но дело в том, что длина волны становится настолько малой, что она поглощается уже не всем кристаллом в целом, а отдельными типами атомов. На данном слайде показаны спектры поглощения на переходах L3 и L2 для железа, вот в этом диапазоне энергии. И эти переходы по-разному чувствительны к левому и правому кругу входящего света рентгеновского. Линейный рентгеновский дихроизм, он хорош для антиферромагнетиков, потому что есть либо параллельно лучу, либо перпендикулярно, ну или колебаниям света рентгеновского, если это еще можно назвать светом. И то используется. И если пересчитать вот из этих картинок в нанометры, то это уже в районе 2 нанометров. То есть
рентгеновские лучи нам дают разрешение порядка нескольких нанометров. И, конечно же, это используется для микроскопии, и видно, что, да, картинки получаются довольно четкими с разрешением порядка нескольких нанометров. С пространственным разрешением более-менее понятно. Что же с временным? Можно получить импульсы рентгеновского излучения. На лазере, на свободных электронах это делается. И можно вот как раз смотреть динамику, допустим, платины в сплаве железа-платина с временным разрешением. Вот красная линия – это эффект Кера, то есть в оптическом диапазоне, который чувствителен ко всему ансамблю железа и платин. А синие символы – это уже только рентгеновский дихроизм. И видно, что он имеет разрешение тоже порядка 50 фемтосекунд, то есть как оптический импульс. То есть в итоге мы получаем, что пространственное разрешение, за счет вот не настолько хороших методов детектирования, за счет не настолько хороших методов фокусировки в рентгеновской области, но уже 20 нанометров. Лучше, чем в оптике. Временное, как оптическое. Хотя в оптике можно от секунды получить. Вот такое. Единственный минус, нужно использовать огромный лазер на свободных электронах. Тут, конечно, опять же, рентген, Вильгельм Конрад Рентген, первый в истории человек, получивший Нобелевскую премию по физике в знак признания исключительных заслуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь. 1901 год. Первая Нобелевская премия, в принципе. Идем дальше. Давайте еще сделаем меньше длину волны. И этим свойством обладают уже электроны. Давайте пока без длины волны, но просто электрон, который летит в магнитном поле, он испытывает отклонение своей траектории. Особенно, если он летит перпендикулярно магнитному полю. На него действует сила Лоренца, поэтому разные домены отклоняют лучи в разном направлении. И так как это электроны, то пространственное разрешение уже может быть до 2 нанометров. Может быть, сейчас еще лучше есть. Но при этом за счет того, что поток электронов не очень сильный и детектировать их не так приятно, как фотоны, то временное разрешение это уже десятки секунд. Нужно накапливать сигнал. Да, если огромный поток электронов летит на пленку, то она, наверное, сгорит. Итак, как же она работает? Есть у нас поток электронов, он проходит через доменную структуру и дальше специальной линзой фокусируется на диафрагму. И получается, что за счет отклонения на доменной структуре мы видим два пика, связанные как раз с двумя направлениями намагниченности. Если мы поставим экран в фокусе линзы, вернее так, если мы поставим образец в фокусе линзы, то мы не увидим контраста, потому что опять пучки различатся и будет равномерно засвеченный экран. Поэтому есть схемы, так называемый режим Френеля, когда, вот здесь написано апертура не в фокусе, либо образец выводится из фокуса, либо ближе к линзе, либо дальше. И получается как раз, что есть перекрытие электронных пучков, либо наоборот отсутствие перекрытия. И получается либо темная полоса, где нет электронов, либо светлые полосы. Когда есть до фокуса, либо после фокуса, соответственно, можно поменять контраст между границами. И таким образом можно восстановить все изображение доменной структуры. Таким образом, микроскопия Лоренца работает в контрасте доменных границ. Если перекрыть один из лучей диафрагмой, то будет уже контраст между доменами. Просто будут темные полосы на месте одного из лучей. Этот режим называется режимом Фуко, с диафрагмой, закрывающей один из пучков. То есть контраст доменов. Здесь есть минус этой методики в том, что толщина образца должна быть не больше 150 нанометров, чтобы электроны все-таки проходили сквозь структуру. Плюс в том, что мы видим направление намагниченности в плоскости, и мы можем разделить все 4 направления и восстановить вообще всю картину намагниченности. Слева это картина скерменной решетки, вот из этой статьи. А справа это реальная картина, фотография в режиме Фуко, 2 фотографии.
неодимого магнита, нашего любимого. И видно, что полосы меняются местами, ну, в смысле, контраст меняется. Так, ну, здесь я должен сказать, что да, Лоренц– это человек второй в истории, который получил Нобелевскую премию, на пару с Питером Зейманом. Лоренц был теоретиком, а Зейман его учеником. И Лоренц как раз предсказал расщепление спектральных линий излучения атомов, ну или поглощения атомов в магнитном поле, пропорционально как раз магнитному полю. А Зейман это показал. Это назвали эффектом Зеймана. Нобелевская премия 1902 года в знак признания исключительных заслуг, которые они оказали науке своими исследованиями влияния магнетизма на явление излучения. К эффекту Зеймана мы еще вернемся позже в лекции. Он используется в других методах, как ни странно, тоже связанных с оптикой. Вот. Но здесь я должен упомянуть еще одного человека. Это Филипп фон Ленард, который получил Нобелевскую премию в 1905 году за исследование работы по катодным лучам, то есть тем лучам, собственно, электронным лучам. В общем, катод излучает электроны, и это все используется в электронной микроскопии, как ни странно. Другой разновидностью электронной микроскопии является метод электронной голографии. Электроны, как волны, интерферируют между собой. То есть можно разделить изначальный электронный пучок на две части, один пропустить через ничего, а второй через образец. И образец даст изменение фазы пучка, то есть задержку его по времени. Для волн это означает изменение фазы. И интерференция даст нам голограмму. Дальше, работая с этой голограммой, можно восстановить амплитуду и фазу волны, прошедшей через образец. Дело в том, что вот для магнитных вещей такая голография важна тем, что она дает прямую визуализацию и количественное измерение магнитного потока. То есть такие интерференционные линии могут дать в итоге магнитный поток. Здесь пространственное разрешение довольно хорошее, 10 нанометров. Про временное не нашел. Если вы знаете или работаете вот с электронной голографией, напишите в комментариях, пожалуйста, насколько быстро можно получить картинку магнитной структуры. Так вот выглядят электронные голограммы. То есть слева вот как раз картинка трех вортексов, полученная с помощью лоренцовской микроскопии. То есть видно как раз контраст границ темные и светлые. А вот такая получается голограмма, если сделать электронную голографию. И ее реконструкция дает вот такие интересные области. И вот как раз эквидистантные линии означают равенство магнитного потока. А то, что они параллельны, это направление намагниченности в одну сторону. Есть 4 домена вокруг каждого вортекса, и идет закрученность, замкнутость линий магнитного потока. То, о чем мы говорили в прошлый раз, что все домены хотят выстроиться за счет диполь-дипольного взаимодействия в замкнутую линию. Но здесь, опять же, я должен упомянуть, что голография, метод голографии получил Нобелевскую премию. Денеш Габор активно развивал этот метод и получил первую голограмму Габора в оптике. И Нобелевская премия 1971 года. Но также, так как я сказал, что электроны работают и как волны, а за открытие волновой природы электронов Нобелевскую премию получил Луи де Бройль. Опять же, привет квантовой механике и корпускулярно-волновому дуализму. Итак, если используем электроны, то можно не просто смотреть на прошедшие электроны, а можно вдарить образец так сильно, что из него полетят вторичные электроны. И эти электроны уже будут поляризован, их спин будет поляризован в зависимости от направления намагниченности образца. И дальше можно разделить уже 4 направления спинов. Таким образом восстановить направление в плоскости намагниченности в тонком приграничном слое, так как электроны далеко не проходят. И такой метод получил название сканирующей электронной микроскопии с анализом поляризации, по-английски SEMPA. Пучок фокусируется, то есть получается не изображение на матрице, а именно растровое изображение точка за точкой. Ну вот здесь пример такой фотографии, то есть можно установить направление намагниченности в разных доменах.
а в топографии ничего не видно. То есть поверхность плоская. Вот так выглядит коммерческий прибор. Есть пушка, есть анализ, что-то еще, я не знаю. Вот. Но тем не менее, опять же, здесь надо упомянуть, что есть Нобелевская премия за фундаментальную работу по электронной оптике и за создание первого электронного микроскопа, который получил Эрнст Руска в 1986 году. Так вот, у электронной микроскопии СЕМПа пространственное разрешение задается фокусом первичного пучка, где-то 20 нанометров, а временное разрешение, вот, картинка получается где-то за 5 минут. То есть, видимо, вот надо пробежаться по области с доменами за 5 минут. Ну, то есть, сверхбыстрые вещи, как в оптике, не посмотреть. Итак, частицы бывают разные. Это проэлектроны. Я не могу не упомянуть дифракцию нейтронов. Она, насколько я знаю, не дает картинки доменов, но за счет того, что у нейтронов есть магнитный момент, они дифрагируют на доменной структуре. Если доменная структура периодическая, то в дифракции нейтронов появляется дополнительный пик ниже точки Нейеля или Кюри. А вот здесь как раз антиферромагнетик впервые был исследован таким методом, и появились дополнительные пики, связанные с доменной структурой. Пространственное разрешение, ну вот не могу сказать. Огромный плюс этого метода, что он работает в объеме. Ну, пространственное разрешение, наверное, вот как бы период доменной структуры. Временное тоже не знаю, насколько быстро можно получить эти картинки. Напишите в комментариях, если вы работаете с этим методом и знаете что-то. И, конечно же, за создание нейтронной спектроскопии и за создание метода нейтронной дифракции в 1994 году были присуждены 2 Нобелевские премии. Бертраму Брокхаузу и Клиффорду Шаллу. Еще одна Нобелевская премия для исследования магнитных структур. Здесь, так сказать, первый блок оптика, электроны, нейтроны, рентген. Все эти вещи мы как бы использовали, чтобы смотреть на структуру. Но иногда хочется сказать, ну, хватит уже смотреть, давайте потрогаем. И здесь в дело идут снова силы Ван дер Вальса. Дело в том, что если атомы очень близко поднесены друг к другу, они взаимодействуют с силами Ван дер Вальса. Была придумана такая штука, а давайте сделаем настолько острую иголку, что она имеет один атом на конце. И тогда мы будем видеть все неровности. Потому как эта иголка отклоняется, посажена на упругую балку, которая называется кантилевер. И отклонение вот этой балки регистрируется за счет отклонения лазерного луча. Привет лазерам, Нобелевская премия 1964 года. И Ван дер Вальсу. Вот так выглядит электронная фотография такого вот кантиливера. Привет физфаку МГУ, который получил эту фотографию. Привет Саркизу лично. Возможно, ты видишь мои лекции. Ну или кто-то из твоих коллег. А вообще у Саркиса отличный канал с научно-популярными видео по физике. Называется «Атом дуба». Так что переходите, смотрите, наслаждайтесь. Саркис рассказывает очень весело, очень интересно о тех вещах, которые нас окружают, с которыми взаимодействуем. Ссылка будет в описании, ну и на ваших экранах сейчас она появляется. Хорошо, это работает атомно-силовая микроскопия. Как же увидеть магнитные домены? Для того, чтобы увидеть магнитные домены, кантиливер покрывают магнитным слоем. И тогда мы видим и ван дер Вальсовские силы, и силы диполь-дипольного взаимодействия. Работает это так, что сначала нужно изучить топографию всего образца. То есть на первом проходе мы увидели, насколько высоко нам нужно поднять кантиливер и двигать его уже согласно этой линии. И дальше получается, что изменение кантиливера будет происходить только за счет дальнего взаимодействия, диполь-дипольного взаимодействия. Сила Ван дер Вальса так не работает близко. И мы получаем профиль уже магнитного взаимодействия, вычитая вот этот бэкграунд.
Здесь нужно быть аккуратным, потому что в этом методе сам кантиливер имеет намагничность, и поэтому он может двигать домены. Также он может двигать стенки между доменами, какие-нибудь частицы, например, скермионы, вортексы и так далее. Что такое скермионы и вортексы, поговорим в следующей лекции. Изображение получено с помощью магнитной силовой микроскопии. Видно, что есть контраст между доменами, то есть ошибка в моей классификации была в том, что магнитная силовая микроскопия дает контраст между доменными и границами. Вот видно, что есть разные области, домены, есть какие-то вот маленькие-маленькие частички, возможно, скермионы. С таким разрешением это не видно, но вот все это есть. Это силовая микроскопия, а вот здесь фотография оптическая, магнитооптическая, вернее. И видно, что вот границы уже как-то размыты, вот центральная область пятна на оптической фотографии не имеет вот такой четкой структуры. То есть, конечно, силовая микроскопия дает плюс в разрешении пространственном. Здесь вот аналогичный пример сравнения магнитооптики и той же области образца, полученной с помощью магнитной силовой микроскопии. В недавней работе, которая сейчас находится на рассмотрении в журнале Nature Materials. Этим слайдом я хочу передать привет Динару. Здорово, Райн. Hello, Кэти. I wish you a successful publication. I'm sure that everything will be fine. Да, хочу сказать, что ребята стреляли в магнитный материал лазерным импульсом, фемтосекундным, опять же, та же самая Нобелевская премия, и перемагничивали его. И получали вот такие забавные структуры. При этом вот пространственное разрешение магнитной силовой микроскопии это где-то 20 нанометров, то есть гораздо лучше, чем в оптике, раз в 10 лучше. Но улучшая пространственное разрешение, ухудшаем временное, к сожалению. То есть, чтобы отсканировать вот такое изображение, нужно пара минут, а то и больше. Так, как же еще можно улучшить сканирующую микроскопию? А давайте туда запихнем оптику. То есть, можно сделать отверстие в кантиливере и сфокусировать туда оптику. И тогда у нас кантиливер будет чувствовать и топографию, а еще вот в этой области острия кантиливера будет концентрироваться оптическое поле, то есть ближнепольная микроскопия получается. И в ближнем поле мы можем обойти дифракционный предел. Собственно, такой метод и получил название сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия. По-английски SNOM. Фокусировать можно не только кантиливером, но и оптоволокном. Тогда нужно сканировать оптоволокном. На выходе, опять же, фокусировка будет достаточно хорошей. Вот в данной статье авторы приводят последовательные изображения в дальнем поле, то есть магнитооптическое изображение с помощью SNOM, с помощью магнитной силовой микроскопии и с помощью магнитооптической микроскопии снова. И видно, что МФМ, кантиливер с намагничностью, он вот в этой области изменил структуру. То есть видно, что вот эта вилочка изменила, соскочила на соседний домен. Вот так вот. И видно, что ближнепольная оптическая микроскопия дает уже возможность увидеть какие-то вот гранулы внутри доменов. То есть ее разрешение явно лучше, чем у оптики. И лучше оно примерно, раз 10, наверное. То есть до 50 нанометров можно улучшить разрешение. С 200-300 нанометров. Но, опять же, теряем скорости. Нужно просканировать точка за точкой. В итоге получается несколько минут. Как еще улучшить силовую микроскопию? А давайте на этот кантиливер посадим так называемые НВ-центры в алмазе. Что такое НВ-центры? Это когда в структуру алмаза, которая состоит из углерода, вместо одного атома углерода садится азот, то есть N, а другой соседний атом просто убирается. Либо туда садится какой-то другой атом, который называется вакансия. И получается nitrogen vacancy, NV. И эта вакансия может быть либо нейтральной, либо туда может прибежать электрон отрицательно заряженный. Соответственно, у электрона отрицательно заряженного получается направление спина,
которая задается анизотропией, то есть окружающими атомами. То есть, в принципе, мы можем ориентировать наш спин в пространстве как хотим, если мы меняем направление самого кристалла. Садим этот одиночный спин на иголку кантиливера и получаем пространственное разрешение, как у МФМ. При этом чувствительность этого спина будет супер хорошей, и все это при комнате. Как же это работает? Дело в том, что вот у этого НВ-центра получается структура уровней, состоящая из двух триплетов, нижнего и верхнего. И если на него светить вот зеленым лазером, то мы можем закинуть с нижнего триплета все электронные состояния наверх, чисто оптически. И тут получается фишка в том, что с нулевого уровня на нулевой частицы переходят свободно. То есть и с плюс-минус первого на плюс-минус первый. То есть при этом излучая свет на длине волны там 638 нанометров-900, где-то так. То есть накачиваем зеленым лазером, а излучаются у нас красные фотоны. То есть происходит люминесценция. Но происходит она не всегда. Вот с плюс-минус первого уровня электроны лучше падают через синглетное состояние, безизлучательное, на нулевой уровень. И получается, что излучает у нас только нулевой уровень, который переходит в нулевое состояние. Потому что ему энергетически проще упасть с излучением красного фотона. И получается так, что если мы светим зеленым лазером, то мы всегда видим излучение с нулевого на нулевой уровень. И здесь происходит хитрость в том, что подводят еще микроволновое излучение, которое точно совпадает с расщеплением нулевого и плюс-минус первого уровня вот здесь. Это 2,87 ГГц, то есть микроволновое излучение. И получается, что мы можем с нулевого уровня на плюс-минус первый перекинуть спины, которые потом не будут излучать. Таким образом, резонансно качая вот микроволновым излучением вот разности этих уровней, мы убираем спины из люминесценции. То есть они уже не излучают, мы не видим эту люминесценцию. Таким образом, при резонансе мы видим провал в люминесценции. Но, как я говорил ранее, Питер Зейман впервые в истории наблюдал расщепление энергетических уровней атома в магнитном поле. И расщепление вот этого плюс-минус первого уровня, оно пропорционально магнитному полю. Таким образом, меняя магнитное поле, мы видим, что в спектре люминесценции, когда мы делаем так называемый свип по частоте микроволнового излучения, мы видим два провала. И расстояние между ними четко определяется магнитным полем. То есть можно видеть рассеянные поля от намагниченности вблизи поверхности. При этом поля могут быть меньше 2 Гаусс. То есть это меньше 0,2 миллитесла. Это очень хорошо, очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть за счет того, что флуоресценция НВ-центра является спин-зависимой, мы можем детектировать очень малые изменения вот этих уровней. Надеюсь, объяснил. На самом деле, это я так понял вот этот метод. Я никогда с ним не работал. Если вы с ним работали, и я объяснил его неправильно, пожалуйста, напишите в комментариях. Дайте ссылку, где написано это понятно. Я прочитал несколько тезисов кандидатских диссертаций. Я прочитал пару статей. И вот эту фразу я до сих пор не понимаю. Вот как я объяснил, качая микроволнами, мы как бы убираем излучение. Вот я так понял. Поэтому здесь провал. Расщепление Зеймана, оно понятно. Получаем пространственное разрешение такое же, как у силовой микроскопии, временное, как у силовой микроскопии, но чувствительность запредельная. Не сравнится со сквидом, о котором я не сказал, который работает при гелиевых температурах. Вот эта магнитометрия работает при комнате. Но сквид еще я не видел, чтобы магнитные домены им смотрели. Не очень он удобен в комнате. Вот. А здесь можно уже купить и они настолько чувствительны, что могут увидеть антиферромагнитную доменную границу. Опять же, возвращаясь к упомянутому ранее оксиду хрома, он полностью скомпенсирован, но, конечно, на границе нету слоя, который компенсирует вот эти спины вверх или вниз. И поэтому появляются рассеянные поля именно вблизи границы, градиентах. И их можно увидеть
центром на Алмазе. Вот, пожалуйста, Стрейфилд можно различить вот 50 микротесла. Ну, то есть, да, 100 микротесла, то есть 1/10 миллитесла. Вот такая вот чувствительность. Ну, упомяну еще некоторые экзотические методы, то есть они коммерчески недоступны, но люди их делают у себя в лаборатории, но это скорее для расширения кругозора, что можно использовать разные эффекты. Допустим, вот в этой статье авторы использовали так называемый спиновый эффект Зейбека, когда есть градиент температуры, и за счет вот этого градиента температуры на границе платины, либо рубидия и железоитриевого граната, ну, на границе тяжелого металла и ферромагнетика происходит поляризация спинов, и появляется спиновый ток. И этот ток разделяется по спину. Спины с направлением в одну сторону идут налево, с другим направлением спины идут направо. Но так как у нас есть намагниченность в основном направо, есть разность потенциалов за счет обратного спинового эффекта Холла или как-то так. Короче, сразу два спинтронных эффекта участвуют. Об этом поговорим в следующих лекциях. Вот. Но смысл в том, что можно сканировать лучом лазера, и получается, что в зависимости от положения лазера мы получаем разные напряжения между контактами. Ну, таким образом получить карту. Ну или опять же, все это перевести на кантиливер, нагревать локально, получать карту на магничности. Опять же, железоитриевый гранат, платина. Просто знайте, что это существует, что о спинтронных эффектах мы еще поговорим, как это работает. Но вот можно вот так вот изгалиться в особых системах. Итак, вот такие методы мы разобрали. Магнитная силовая микроскопия попала в правый столбец незаконно. Магнитооптические методы и там, и так далее, и так далее. Пишите методы, которые я не привел в этой лекции. Может, какие-то вы знаете, какие-то я забыл или не знал. Давайте друг друга образовывать. Мы же за этим здесь собрались. Вот. А чтобы было легче идти дальше, еще раз приведу план курса, который я привел в текстовом посте. Вот здесь появилась дополнительная строка «Топологические дефекты в доменных границах», ну или вообще вот скирмионы, что это такое, небольшую заметку все-таки считаю нужным рассказать, что есть не только доменные границы, но есть что-то большее или наоборот меньшее по размерам, даже нольмерное. Потом проведем моделирование этого состояния и многодоменного состояния, и после этого пойдет блок уже динамических вещей. Ферромагнитный резонанс, спиновые волны, немножко про спинтронику. Вот. И дальше развитие курса пойдет исходя из ваших пожеланий, исходя из моих тоже пожеланий. Мой курс, что хочу, то и делаю. А если вам нравится мой курс, то всегда можете поставить лайк, подписаться на канал. Ваши лайки и ваша подписка, во-первых, дают мне обратную связь, что я делаю это не зря. Ваши комментарии говорят мне, что улучшить. И также это все говорит методом социальных сетей, кому рекомендовать это, что этот канал смотрят, что курс нужен, что не надо его предавать забвению, а нужно рекомендовать. Также, если вам очень нравится этот курс, если он вам помогает, то на Дзене появилась кнопочка «Поддержать проект». То есть вы можете поддержать не только лайком, но и материально. Это тоже мне даст мотивации пить больше кофе, чаще делать лекции и делать их более интересными, более наполненными. А на этом у меня на сегодня все. Всем привет. Кого упомянул в лекции, тем, кто оставляет комментарии, привет. Вова, комментарий про шуруповерт у второй лекции просто бомба. И всем до встречи.